Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами вновь Роман Душкин. Это «Квантовые шпаргалки». Я напоминаю вам, что у нас на Патреоне, ссылка на который внизу в описании к видео, открыта новая кампания по поощрению тех, кто нас поддерживает. Всем, кто поддержит меня до конца августа 2021 года, в подарок будет вручена книга «Интеллектуальные транспортные системы» с моим автографом. У нас продолжение квантовых шпаргалок. И сегодня я хочу рассказать про копенгагенскую интерпретацию. Мы изучили большое количество интерпретаций. Была тема «Зоопарк квантовых интерпретаций». И сегодня мы рассмотрим копенгагенскую. Копенгагенская интерпретация квантовой механики. Итак, многие ученые говорят, что никакая интерпретация квантовой механики не требуется. Надо просто заниматься физикой и в философию не лезть. В общем-то, это такой неопозитивистский подход, к которому я тоже как бы давлею. Но все равно хочется понять, что же происходит в процессе как бы эволюции квантовых систем. Вот почему происходит именно так. Я напомню, что у нас есть корпускулярно-волновой дуализм, который бередил умы. Вот почему оно так происходит. Почему в некоторых экспериментах квантовые системы ведут себя как частицы корпускула, в некоторых как волны. В частности, двухщелевой эксперимент, который показывает и то, и другое. У нас есть уравнение Шрёдингера, которое описывает изменение некой квантовой системы пси во времени. Уравнение Шрёдингера. Ну, запомните его, кстати, уже. У нас есть неопределенность Гейзенберга, которая показывает, что мы не можем измерить одну и ту же, измерить коммутируемые свойства квантовых систем одинаково, как бы бесконечно точно, со 100% точностью. Либо то, либо другое. Либо скорость, либо местоположение. Либо энергию, либо время. И, собственно, вот почему оно так, почему мир так устроен. Хочется проинтерпретировать, то есть дать некую философскую интерпретацию того, что вообще происходит. Так вот, значит, после того, как Макс Борн придумал вероятностное понимание волновой функции, вот этой вот волновой функции пси, он сказал, что это амплитуда волновой функции, если ее возвести в квадрат, модуль амплитуду возвести в квадрат, мы получим вероятность нахождения квантовой системы при измерении вот в этом квантовом состоянии. Это вероятностная интерпретация волновой функции Макса Борна. Так вот, Нильс Бор и Вернер Гейзенберг, которые стояли у основ квантовой механики, они как раз придумали вот эту копенгагенскую интерпретацию. Она тоже как бы полностью находится в духе позитивизма, который тогда был основной философской концепцией научного мировоззрения. Ну, собственно, сейчас остается. И они сказали такую вещь, что вот есть у нас некая квантовая система, там какой-нибудь атом, да, и квантовая система, квант, и есть измерительный прибор. Какой-то измерительный прибор, который эту квантовую систему измеряет. Что такое измерение физики? Это фиксация значения какого-то параметра. То есть если мы берем то, что называется в квантовой механике наблюдаемый, ну, с математической точки зрения, это оператор, действующий на волновую функцию, то
мы осуществляем акт измерения тогда, когда применяем вот эту наблюдаемую к нашей квантовой системе. То есть применяем оператор к квантовой системе и как бы определяем значение вот этого параметра, к которому относится наблюдаемый. Например, мы хотим измерить спин электрона. Вот у электрона есть некий спин, который может быть равен плюс или минус 1/2 постоянной Планка. Вот он может быть либо плюс быть, да, либо минус. Никаких других спинов быть не может. Но сам электрон находится в суперпозиции. В такой суперпозиции плюс 1/2 и минус 1/2. Ой, извиняюсь. Ну, или как это еще записывают? 1 на корень из 2, спин вверх, и 1 на корень из 2, спин вниз. Вот, то же самое. Так записывают, да? И вот когда мы как бы измеряем спин электрона, то есть наблюдаемый у нас спин, мы выбираем с вероятностью 1/2 либо вот это, либо вот это. Электрон оказывается либо в таком состоянии, либо в таком, не в суперпозиции. Никогда в суперпозиции электрон не оказывается, пока, ну, если мы его измерили при помощи какого-то прибора. Да? Он будет либо со спином наверх, либо со спином вниз. Что говорят Нильс Бор и Вернер Гейзенберг? Они говорят, что вот этот вот макрообъект, который называется измерительный прибор, он взаимодействует с квантовой системой в процессе измерения и декогерирует ее. Декогеренция. Ну, что такое декогеренция? Мы этому еще посвятим отдельную видеошпаргалку. Вот подобное состояние называется когерентным. То есть, если некая квантовая система находится в состоянии суперпозиции нескольких квантовых состояний, простых, базисных, то мы говорим, что она находится в когерентном состоянии. А декогеренция, приставка «де», это, соответственно, удаление когерентного состояния. Мы схлопываем, или, как это называется, редуцируем. Не редуцируем, это называется процесс редукции фон Неймана или коллапс волновой функции. Электрон находился в неком таком вот состоянии одновременном. Когда мы его измерили, он схлопнулся вот в такое, коллапсировался. Это редукция фон Неймана или коллапс волновой функции. Так вот, основная позиция копенгагенской интерпретации Нильса Бора и Вернера Гейзенберга и тысяч ученых после них заключается в том, что макрообъект под названием измерительный прибор взаимодействует с квантовой системой и декогерирует ее. В этот момент происходит измерение какой-либо из возможностей. Вот когда система декогерировала, она перешла в какую-то возможность, вернее, выбрала какую-то возможность каким-то волшебным образом, и измерительный прибор ее измерил. Каким волшебным образом она ее выбрала, копенгагенская интерпретация не рассматривает, потому что этот вопрос не научный. Но это, опять же, в духе позитивизма. То есть мы не рассматриваем в рамках научной парадигмы, не рассматриваем ненаучные вопросы. И, собственно, дальше эта интерпретация развилась в такое понимание, что вот этот самый процесс коллапс волновой функции – это всего лишь математическая модель для описания неких процессов, которые происходят при постановке физических экспериментов. Ничего такого на самом деле не происходит. То есть мы не знаем, что там происходит. Мы просто разработали некий математический аппарат, который позволяет нам что делать? Прогнозировать результаты экспериментов, предсказывать. Собственно, в этом заключается вся суть науки и научного мировоззрения. И копенгагенская интерпретация говорит как раз о том, что хватит копаться там в этих философиях и там пытаться найти как бы суть. У нас есть вот этот вот объективный процесс, который называется редукция волновой функции, коллапс волновой функции. И это просто наша модель, уравнение Шрёдингера модель
и R-процедуры, то есть коллапс волновой функции, тоже наша модель, которая дает нам возможность описать результаты экспериментов и спрогнозировать их. А квантовая механика очень точная наука. И все формулы квантовой механики с огромной точностью прогнозируют результаты экспериментов. Поэтому в результате вот такого принятия копенгагенской интерпретации мы просто говорим, что мы пользуемся математическим аппаратом. Единственный вопрос, который у меня возникает, заключается вот в чем. Если квантовая система — это некая такая очень микроштука, микрообъект, очень маленький объект, то каким образом он взаимодействует с измерительным прибором? Ведь он взаимодействует с ним тоже на уровне атома, который находится в измерительном приборе и используется для того, чтобы фиксировать значение каких-то параметров. Так вот, почему квантовая система одна рассматривается на микроуровне, а измерительный прибор рассматривается на макроуровне? Где происходит вот эта граница? Почему система, когда взаимодействует с одним, квантовая система, которую мы измеряем, взаимодействует с одним атомом измерительного прибора, она почему-то декодирует? Почему атом этого прибора не переходит в состояние связанности с нашей квантовой системой? На эти вопросы, в общем-то, ответа нет. И для того, чтобы не приставали к занятым людям с такими вопросами, Нильс Бор придумал как раз принцип дополнительности, который говорит, что вот есть квантовая система, а есть неквантовая система. Есть коллапс волновой функции, а есть не коллапс волновой функции. А это дополнительные принципы, которые как инь и ян друг с другом связаны. Вот не спрашивайте. Честно говоря, меня не устраивает такая позиция. Почему квантовая система, вот она в когерентном состоянии находится, но как только докасывается до атома измерительного прибора, она сразу декогерирует. Вот атом измерительного прибора, он что такой, на нем написано, что он принадлежит измерительному прибору. Вот в чем суть. Вот, поэтому копенгагенская интерпретация, несмотря на то, что ее, большинство физиков в мире ее как бы используют в своей работе, после никакой, она все равно оставляет очень много вопросов, потому что она как-то внутренне нелогична, что ли. Поэтому в следующий раз мы рассмотрим интерпретацию Эверетта, многомировую интерпретацию. Ну а что ж, с вами был Роман Душкин, надеюсь, было понятно, хотя и немного сумбурно. Но все равно подписывайтесь на канал, обязательно смотрите другие видео, которые посвящены искусственному интеллекту и распределенным резким. И, возможно, когда-нибудь мы начнем новые темы, поэтому подписывайтесь на канал. Пока.